Ее дочь пропала во время поездки, но 9 лет спустя мать видит байкера в пабе и замечает шокирующую деталь. Мариэлла Картер сидела напротив инспектора Грейсона в небольшом участке полиции города Сьерра-Бланка, Техас. Ее пальцы слегка дрожали, когда она положила на стол потертую папку. Внутри — старое дело о пропаже ее дочери Оливии и выцветшие от времени фотографии, которые она хранила при себе долгие 9 лет. «Спасибо, что приняли меня, инспектор», — сказала Мариэлла, ее голос был ровным, хотя внутри все сжималось. «Моя дочь, Оливия, исчезла 9 лет назад. Мы ехали в Аризону к моей сестре. Остановились на автозаправке в Нью-Мексико. Оливия пошла в туалет и не вернулась». Грейсон кивнул, открывая папку. Он пробежался взглядом по первой странице и погрузился в детали старого дела. Мариэлла наблюдала за ним, ища признаки настоящего интереса, а не просто вежливости. «Ей было 16», — продолжила она, касаясь одной из фотографий, где Оливия улыбалась. Ее длинные волосы падали на плечи, а глаза сияли. «Через 15 минут я пошла за ней, но она просто исчезла. Ни свидетелей, ни следов борьбы. Ничего». Инспектор перелистнул документы и посмотрел на женщину. «Вы упомянули недавнее наблюдение в том районе?» «Да», — Мариэлла наклонилась вперед. 3 недели назад на стоянке дальнобойщиков, примерно в 40 милях отсюда, одна женщина сообщила о девушке, похожей по возрасту и внешности. Она выглядела растерянной. Мужчина увел ее в машину, прежде чем кто-либо успел подойти. Грейсон приподнял бровь, но Мариэлла заметила, как его плечи расслабились. Он уже мысленно решил, что это еще одна безнадежная мать с иллюзиями. Но она была готова. «Это не только про Оливию», — тихо сказала она и вытащила вторую, более полную папку. «За 9 лет я нашла 16 случаев пропажи девушек. Все похожи». Грейсон заинтересовался, но быстро закрыл папки и мягко сказал: «Мисс Картер, я уважаю вашу преданность, но за столько лет найти что-то новое почти невозможно. А если хоть одна из них все еще жива? Если моя дочь жива?» — ответила Мариэлла. Он протянул ей визитку. «Это моя прямая линия. Если что-то конкретное появится, звоните». Она приняла карточку, как и десятки других за эти годы, и покинула участок. Позже в мотеле на окраине города Мариэлла сняла номер и разложила на кровати обе папки. Она смотрела на карту с красными точками исчезновений, прокручивала записи на телефоне, перечитывала сообщения свидетелей. У нее было немного времени до захода солнца, и она решила съездить в бар, о котором говорилось в одной из заметок. «The Red Cactus» — местный паб, популярный среди дальнобойщиков и байкеров. Именно там, по слухам, видели девушку, которую увел мотоциклист. Когда Мариэлла вошла, бар был наполовину заполнен. Теплый свет, запах жареного мяса, музыка 70-х. Она заказала бургер и газировку, заняв место у стойки. Прошло минут 10, прежде чем двери распахнулись, и внутрь вошла группа байкеров. Люди в баре замолкли на секунду, но затем снова занялись своими делами. Один из вошедших, высокий, мощный, с длинными волосами и бородой, бросился в глаза. На его предплечье — татуировка с женским лицом. Мариэлла с трудом сглотнула. На татуировке у женщины глаза, как у Оливии, почти идентичные. «Кто это?» — тихо спросила она у бармена, указывая на мужчину. «Это Грим», — ответил он, вытирая стакан. «Один из теней пустыни. Их база где-то за городом. Девчонка на его руке, Кэссиди, его девочка, работает в лунном пекле». «Это клуб?» — спросила Мариэлла, делая вид, что просто болтает. «Там танцы, приватные комнаты, все под прикрытием. За городом, на старой дороге», — рассказал бармен. Мариэлла кивнула, допила свою газировку и вышла, стараясь не выдать волнения.
Как только байкеры вышли из бара и поехали, она последовала за ними на безопасной дистанции. Ее руки дрожали, когда она вела машину. В глубине души она уже знала, что Кэссиди — это Оливия, или все, что от нее осталось. Мариэлла припарковалась неподалеку в тени утеса, откуда был виден весь периметр. Сквозь кустарник и камни она наблюдала, как мотоциклы исчезают за боковыми воротами. И вдруг движение. Женская фигура в сопровождении охранника. Мариэлла замерла. Походка, наклон головы, плечи. Она знала их. Это была Оливия, постаревшая, исхудавшая, но живая. Слезы затуманили ей глаза. Она вытащила телефон, сделала снимки, затем дрожащими пальцами набрала номер Грейсона. Это Мариэлла Картер. Я нашла ее. Оливию. Она жива. Мариэлла услышала, как инспектор замолчал. Затем быстрые шаги, шорох бумаг, голос стал четче. «Где вы?» «Я припаркована примерно в 1,5 милях южнее трассы 16, у комплекса за зданием под названием «Лунное пекло». Это не просто клуб, это прикрытие. Там за ним огороженная территория. Женщины, охрана. Я видела ее. Она жива. И я сняла это на фото. Я отправлю вам». Мариэлла скинула координаты и несколько снимков. Спустя короткую паузу Грейсон ответил. «Мы были на грани, Картер. Мы подозревали этот клуб, но у нас не было подтверждения. Я позвоню в штаб. Мы запустим операцию. Только пообещайте, не приближайтесь. Ждите нас. Не рискуйте». Но она уже отключилась. Переодевшись в темную одежду, она вошла через главный вход, заплатив охраннику. Музыка гремела. Женщины на сцене. Клиенты в полумраке. Она старалась не выделяться. Но взгляд грима, того самого байкера, чья татуировка отразила лицо ее дочери, уже скользнул по ней. Он подошел, изучающе посмотрел. «Вы не местная?» «Работаю на агентство. Ищу эксклюзив, особые услуги для особых клиентов», — ответила женщина. «Какие именно особые?» — спросил байкер. Мариэлла сделала паузу, а затем сказала. «Голубые глаза. Природные. Один из моих клиентов зациклен на этом. И на южных девушках». Грим напрягся, но затем кивнул. «Пойдем. У нас будет частный показ. Для избранных». Он провел ее в зал. Небольшой зрительный зал с приглушенным светом. Несколько мужчин. Алкоголь. Сцена. Один за другим под приглушенную музыку выходили девушки, которых представляли под псевдонимами. И потом вышла она. Кэссиди. Но Мариэлла видела сквозь имя, сквозь макияж, сквозь робкую осанку. Это была ее дочь, Оливия. Она выглядела на 25, как и должна была. Тело напряжено, глаза опущены, но походка Бесси узнаваемая, как отпечаток пальца. Мариэлла чуть не вскрикнула, но сдержалась. Когда шоу закончилось, грим подошел снова. «Ну что, впечатлились?» «Да, особенно последний», — ответила женщина. «Она стоит очень дорого», — ответил грим. «Я думаю, мы договоримся», — ответила Мариэлла и кивнула. «Только можно увидеть ее ближе?» Он подозрительно прищурился. Но перед тем, как что-то сказать, из зала послышалась суета. Один из клиентов поругался с охранником. Грим выругался и побежал улаживать конфликт. Мариэлла использовала шанс. Проскользнула в коридор, потом в уборную, оттуда в служебную часть здания. Открыла дверь и столкнулась лицом к лицу с Оливией. «Мама?» — прошептала Оливия. «Это ты?» Мариэлла задыхалась. «Да, милая, это я. Все хорошо, мы выберемся». Этот миг, которого не было 9 лет. Но он длился недолго. Дверь распахнулась. Это был грим.
В ярости он схватил Оливию. Мариэлла рванулась. Его кулак ударил ее в скулу. Боль взорвалась в голове, но она услышала звук — сирены. Грим метнулся к пульту и закричал: «Всех грузим в машину! Сжечь все, что можно!» Но было поздно. Вломился спецназ. Позже в машине скорой помощи инспектор Грейсон поднес лед к щеке Мариэллы и сказал: «Вы были правы. Во всем. Мы освободили 17 женщин и нашли записи на десятки других». Оливия прижалась к плечу матери. «Я боялась, что ты перестала искать». «Ни на день, ни на секунду», — ответила Мариэлла. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.